Друзья, всем привет! Сегодня снова перелом подошвы. Вот такой вот ботинок принесли женский. Вот такое вот повреждение. Не знаю, с чем это связано, но в последнее время что-то стали часто трескаться так вот подошвы. Может быть, качество подошв сейчас упало в связи с какими-то такими происшествиями в стране, да? Может, стали сырье использовать такое некачественное. В общем, здесь то же самое, только уже глубже перелом получился. Вот. Сейчас все то же самое делаем. Также напомню, что этот ремонт выполняется также в домашних условиях, не прибегая ни к каким мастерским. Где взять вот такие заготовки, да, скажете вы опять. Те, кто не видел предыдущие ролики, да, я повторю, что вот такие заготовки, но они не вот такие, это из больших листов я вырезаю, да, я большие листы покупаю. А вы можете просто в больших городах, во всех есть магазины, где продают комплектующие для ремонта обуви. Там продают вот такие вот следы готовые, да. По толщине они могут быть разные, могут быть такие, могут быть потолще. То есть разницы никакой. Вот у меня вот такой же след был. Вот он, просто пятку я уже использовал. Вот такие следы, это 9 миллиметров. Этот мы сегодня будем использовать микропор из толщиной 6 миллиметров. В общем, это все покупается. То есть цена вопроса такой вот пары. Вот такая пара, это Vibram. Это итальянские такие заготовки импортные. Сейчас даже не знаю, они продаются или нет. Но отечественный материал всегда продается. Вот такая дешевая микропора, которая хорошо клеится, во-первых. Я, в принципе, дорогие, не советую вам покупать. Толстая микропора, она вполне сможет удержать нашу подошву. Здесь протектор мы как раз снимем, он примерно где-то миллиметра 3. И поставим 6-миллиметровый протектор, который как бы особо будет здесь и не заметен. Вот. Все, сейчас с помощью суперклея будем заливать вот эти трещины, прижимать и склеивать. То есть в этом случае можно использовать суперклей. В других случаях категорически нельзя. Когда люди начинают клеить кожу, да, сейчас чуть-чуть почистим. То есть, когда люди начинают суперклеем клеить, когда у них отклеилась кожа от подошвы или лопнула, они начинают чудить там, да, заливать кожу. Нет, кожу клеить нельзя, потому что клей, он дубовый становится, кожа просто будет трескаться. А в этом случае вот как раз можно использовать такой способ. Значит, что делаем? Сейчас я склеиваю подошву суперклеем, прижимаю, да, суперклей схватывает быстро. Иду на станок, снимаю весь протектор, наношу клей. И примерно там часа через 2, да, клеить будем на полиуретановый клей. Он через 2 часа высохнет хорошо. И мы уже встретимся, когда будем приклеивать наши новые подошвы, да, уже на сам сапог. Все, начинаем работать. Так, смотрите, все, клеек у нас высох. Чтобы начать приклеивать подошву, естественно, нам надо будет клеек, скажем так, активировать, да, взбодрить, нагреть примерно градусов до 45-50. Ну, это так, приблизительно. Чуть-чуть просто его прогреть и уже будем клеить. Этот клей работает только так. Также еще хочу вернуться к тому, как подготовиться к такому ремонту в домашних условиях, не имея станка, да. Все подписчики и кто уже видел
как это делается, я уже объяснял, да, что подошву можно подготовить, аккуратно срезать, да, взять ножик, аккуратно срезать наш протектор, а потом уже доработать его, просто взять брусочек, абразив, наждачную бумагу, да, и уже дошлифовать, сделать его гладкую, и сделать подошву гладкую. То есть это все делается. У меня также есть старый сапожник, дедушка, да, который все делает вручную. Он даже змейки пришивает вручную. Вот. То есть для новых подписчиков и новых гостей канала я вот повторяю, как это можно сделать. Все в домашних условиях, не имея станка. После того, как мы сейчас приклеим подошву, ее надо будет обработать, да. То есть микропор или какая-то резина, ее по подошве очень легко можно просто взять и ножиком срезать. То есть получается все хорошо, как бы ничего не надо шлифовать потом. Также, кто захочет, допустим, более ровно сделать, там дошлифовать, да, то есть простое решение. Не имея станка, берем обычную дрель, дрель у всех есть, я думаю, и вот такую шарошечку. Шарошечка, она, вот они, комплекты продаются. Вот такую берем, наклеиваем туда, наклеиваем на нее абразив покрупнее. И все. После того, когда мы приклеили подошву, допустим, или поставили на обойки, да, обрезаем предварительно ножом на грубую, а потом дрелью потихонечку шлифуем. То есть проходимся по всему периметру или каблука, или подошвы. То есть делается все это элементарно. Но единственное, конечно, приходится прикладывать усилия больше для того, чтобы это все сделать вручную. На станках, я даже не спорю, это сделать проще. Все, сейчас нагреваем подошву, нагреваем вот эту резину, да, которую будем приклеивать, и уже встретимся на конечном результате, когда я все отшлифую, покажу, что у меня получилось. Ну, а вы уже сможете оценить это с помощью лайков и комментариев. Все, погнали. Друзья, смотрите, ремонт полностью закончил. Подошву, после того, как я ее приклеил, я ее на станке не шлифовал. То есть я ее просто вот обрезал ножом и вот показываю вам конечный результат. Вдоль подошвы, когда я отрезал, рез как бы получился идеальный, все как бы четко по подошве. А вот где радиусы такие довольно-таки маленькие, да, на носке и в пяточной части, тут получаются такие небольшие зазубринки, как бы. Я думаю, их увидите, да, вот они. То есть вот он видно. Вот здесь зазубринки такие. Вот еще одна. Но они настолько маленькие, что к ним надо приглядываться. Тем более наносить будете не на носу, как у меня тоже товарищ говорит, сапожник. Поэтому видно ничего не будет. А сбоку, с внутренней стороны и с наружной стороны здесь все идеально. Сейчас покажу второй. В общем, если еще у кого какие-то вопросы остались по ремонту, то задавайте, я с удовольствием на них отвечу. Здесь вот то же самое, да, в носочной части небольшие зазубринки от ножа. И в носочной также, вот их видно. Так, что у нас со стороны подошвы? Со стороны подошвы смотрится вот так вот как-то все. Все, на этом я с вами прощаюсь. Всем добра, всем пока.